Итак, сегодня мы поговорим о манипуляциях. Это очень важная тема, потому что, в принципе, сейчас есть определенный фокус внимания. Люди замечают, когда ими стараются манипулировать и учатся как-то противодействовать манипуляциям. С другой стороны, нужно понимать, что же такое манипуляция, потому что я вот замечаю такой некоторый перекос. Иногда бывает так, что во взаимодействиях, предположим, один человек другому говорит, что послушай, мы же с тобой договаривались, что ты что-то сделаешь, например, ты пришел не вовремя, ты опоздал. И второй человек вместо того, чтобы как-то признать свою вину и извиниться, говорит, ты манипулируешь чувством вины сейчас, ты сейчас манипулятор. То есть, грубо говоря, обвинение в манипуляции само по себе становится уже иногда манипуляцией. И чтобы этого не происходило, давайте сегодня разберемся с тем, что же, собственно, такое манипуляция и какие есть основные приемы манипуляторов. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, какие бывают манипуляции, чем отличается токсичная манипуляция от такой общей коммуникационной манипуляции, ну и, собственно, разбираемся, как с этим, что с этим делать. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, можете поделиться этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, и мы начинаем немедленно. Итак, собственно, манипуляция в широком смысле это ситуация, когда я взаимодействую с каким-то человеком или другими людьми, чтобы удовлетворить какие-то свои интересы. Ну, например, передайте, пожалуйста, соль. Или пропустите меня, мне нужно сейчас выходить в транспорте. Или, скажем, скажите, пожалуйста, сколько времени. Или, ребята, давайте сегодня вечером пойдем куда-нибудь погуляем. Или я там говорю, скажем, дорогая, пойдем сегодня сходим в такой-то ресторан, мне там интересно посмотреть, что там вообще происходит. В каждом из этих примеров я как-то воздействую на другого человека, чтобы удовлетворить свои интересы. И если это не перечит его интересам, то это вот и есть манипуляция в широком смысле. То есть вы понимаете, что вот такая манипуляция, это один из таких стандартов коммуникации, это вещь неизбежная в коммуникациях, и вот такое вот взаимодействие манипуляцией, так сказать, в быту не называется. С точки зрения психологии это манипуляция, но поскольку это адаптивная, здоровая какая-то манипуляция здорового человека, то мы ее не рассматриваем как манипуляцию. То, что обычно говорят, что вот это манипуляция, то есть такая токсичная манипуляция, это ситуация, когда я взаимодействую с другим человеком, или с группой людей, чтобы удовлетворить свои интересы во вред их интересам. Предположим, сотрудник говорит своему коллеге, послушай, у меня болит голова, и я, в общем, хочу сегодня пораньше уйти домой, не мог бы ты сегодня сделать задание, которое мне нужно сегодня сделать? То есть происходит манипуляция чувством жалости. Я пытаюсь другого человека, обмануть, по сути. Предполагается в этом примере, что голова мне не болит, а мне, ты же никак не проверишь, болит у человека голова или нет. Я говорю, что у меня болит голова, у нас вроде как хорошие отношения. И я, рискуя этими отношениями, вызываю жалость к себе и прошу, чтобы человек сделал мою работу, что против его интересов, очевидно, потому что я ее хочу не делать, что в этом заключаются мои интересы. Вот это и есть токсичная манипуляция. И, кстати, первый прием манипулятора – это манипуляция жалостью. То есть, когда человек говорит о том, что что-то со мной такое происходит, и ты должен меня пожалеть, и в свете того, что меня стоит пожалеть, ты должен за меня что-то сделать. То есть такой немножко уход в регрессивную детскую позицию. Это, кстати, любимый прием скрытого нарцисса. Вы могли такую штуку слышать, например, в ситуации, когда классика, женщина говорит: лучшие годы своей жизни я дала тебе, и вот теперь ты должен что-то, я хочу, чтобы ты что-то сделал, она говорит своему мужчине. Или ситуация, когда, скажем, мать упрекает своих детей, что я тебя одного поднимала, воспитывала без отца, и мне было так тяжело, и ты в результате должен что-то сделать, что против твоих интересов, но в моих интересах. Например, тебе не нужно пока жениться, ты должен пока пожить со мной, потому что мне одной тяжело. Что-нибудь в таком плане. То есть это манипуляция жалостью. Газлайтинг, я много говорю об этом на канале, это такая манипуляция, когда человек для укрепления своей какой-то, переговорной позиции начинает напирать на то, что ты вообще сумасшедший. То есть когда кто-то начинает манипулировать идеей какого-то умственной неполноценности или сумасшествия другого человека. То есть, например, я что-то сделал, тебе это не нравится, я говорю: послушай, ты посмотри, ты реагируешь на мои слова какими-то эмоциями, и это дело не в том, что я как-то резко что-то сказал, что ты заплакал, а ты просто какая-то, у тебя тонкое слезное место какое-то, или как это говорится, постоянно глаза на мокром месте, ты постоянно плаксивая, потому что у тебя шаткие нервы, это тебе нужно, куда-то к невропатологу или психиатру, это твоя проблема. Это и есть газлайтинг. То есть, когда во взаимодействии, вместо того, чтобы как-то сохранять отношения, сохранять другого человека, я его немножко так подразрушаю эмоционально, а когда он дает какую-то реакцию, я обращаю внимание не на причину этой реакции, что мне, наверное, нужно как-то помягче быть с человеком, а собственно, на саму реакцию. Твоя реакция как будто бы она неприемлемая, неадекватная. Вот это и есть газлайтинг. Провокация. Манипуляторы используют этот прием для того, чтобы вывести другого человека на эмоции, и в эмоциях человек занимает такую слабую переговорную позицию. Такой пример.
Девочка-подросток, у нее есть какая-то конфликтная ситуация с ее матерью. Мать говорит, что она должна там быть дома тогда, когда не договариваются, потому что она несовершеннолетняя. Такая логически очень понятная позиция. Подросток, девочка хочет чего-то другого, она хочет там иметь какую-то свободу, и она постоянно ведет себя так импульсивно, эксплозивно, как в принципе, ну, это ожидаемо от подростков. Все уже к этому привыкли. И вот когда мать ей в очередной раз приходит и начинает спокойно там стараться как-то объяснить, что послушай, ты сегодня, я не хочу, чтобы ты никуда шла, потому что ты опять придешь поздно, я буду волноваться. Плюс это как бы нарушение там, закона в каком-то смысле, там, порядков, по крайней мере. Поэтому ты останешься сегодня дома. И девочка начинает кричать и ну, то есть мало того, что она начинает на повышенных тонах говорить с матерью, она еще начинает ее провоцировать. А вот ты раньше так вот себя вела, а ты мне раньше чего-то там вот должна была сделать и не сделала. Начинаются какие-то напрасные обвинения, начинаются какие-то, как бы, она ей припоминает, ты рассказывала, что ты в детстве сама тоже гуляла. То есть она начинает много чего вот такого говорить, провоцируя мать на то, чтобы ответить на это. Причем, поскольку это все идет в таком интенсивном потоке с эмоциями, мать в какой-то момент не сдерживает эмоции, что-то ей громко отвечает, и в этот момент она понимает, что это могли услышать там, дети другие, муж, соседи, еще кто-то. Мать скатывается в стыд, и в этот момент она перестает, как бы, вот, выходит из этой конфронтации. То есть, по сути, девочка выиграла. Как только девочка это замечает, она в следующий раз, когда ей нужно с матерью как-то вот, она договориться не может, ей нужно мать победить в этом споре, она начинает ее провоцировать специально, чтобы мать вышла на эмоции, и мать либо выходит на эмоции, и потом, естественно, выходит из конфронтации, либо памятуя, что ранее вот она вышла в эти вот эмоции, она же начала кричать на свою дочь, потом ей стало стыдно, она скатилась в этот стыд, она как бы не может даже выйти на определенный, уровень конфронтации. И она говорит, что, не знаю, там, разбирайся с отцом, я не знаю, я больше ничего не могу делать, в общем, то есть я как бы умываю руки. Манипуляторы часто используют обесценивание. Они могут обесценивать как ваши какие-то достижения, ваши личностные, какие-то положительные черты, так и, скажем, вашу какую-то реактивность. То есть, предположим, в ситуации, когда, не знаю, там вот мужчина, скажем, как-то обидел женщину, женщина расстраивается, и он начинает обесценивать ее вот эти вот эмоции грусти, эмоции ее боли, возмущения, что ты слишком близко к сердцу принимаешь, это не стоит того, типа, вот вроде как не обижайся, не расстраивайся, выше нос. То есть он ее вроде бы как утешает. Это очень похоже на то, как нас в детстве родители утешают. Когда ребенку плохо, они говорят, ничего, все хорошо, успокойся, просто перестань плакать. Я не хочу разбираться, что с тобой, просто перестань плакать, все будет хорошо. То есть в такой ситуации в детстве родители, они вместо того, чтобы понять, что происходит с ребенком, просто заглаживают его реакцию, то есть стараются сделать так, чтобы он не плакал, чтобы не позорил их перед другими родителями. Соответственно, также и мужчина может в ситуации, когда он обидел женщину, сказать, что да, ничего страшного, не переживай, это дело пройдет. То есть он обесценивает чувства этой женщины. Также манипулятор может заниматься перекладыванием ответственности или там вины. То есть, грубо говоря, ты виновата в том, что происходит между нами. То есть, если я на тебя накричал, то сама виновата. А зачем ты меня провоцировала? А ты знала, что это тема, которую со мной лучше не поднимать. Ты же знаешь, как я на это реагирую. Зачем ты начала говорить? Ну вот я на тебя накричал, или там, скажем, я там ударил, или еще что-то. То есть, ты сама виновата в том, что ты спровоцировала меня поступить так, что ты стала жертвой, но ты как будто бы сама виновата в том, что ты жертва. Это называется victim blaming или обвинение жертвы. То есть, такой очень драматичный пример, это когда, скажем, молодая девушка, которая подверглась каким-то нападкам, притязаниям каких-то там хулиганов, ей потом ее обсуждают соседки, эти бабушки возле подъезда, и говорят, нечего было ходить в таком типа коротком платье. Она сама спровоцировала, чтобы на нее вот такие были нападки. Отдельно стоит сказать о манипуляциях, которые проявляются в виде пассивной агрессии. То есть это ситуация, когда другой человек тебя наказывает своим молчанием. Это withholding, насилие молчанием, там, неглект. То есть это ситуация, когда вы как-то вроде как начали ссориться, начали взаимодействовать, и вот другой человек, он как будто бы типа обиделся, он с вами не разговаривает, и вы оказываетесь в ситуации, когда вам важно с ним общаться, а он вам это общение не дает. Это нас, в принципе, отсылает в детство, то есть часто родители так наказывают своих детей. Им кажется, что вот там как-то бить ребенка, там, не дай бог, или кричать на него, это как бы нехорошо. А вот если я молчу, говорю ребенку, вот ты наказан, я с тобой не буду разговаривать там, до конца дня, то вроде как никто не страдает. На самом деле это более жестокое наказание, чем если какой-то вот горячий контакт. Потому что детям легче справиться с горячим контактом, когда, скажем, их как-то отчитывают, или что-то происходит. А вот когда родитель с ними не разговаривает, они в этой ситуации, ты проваливаешься в такую диффузную тревогу. Соответственно, когда взрослые люди начинают вступать вот в такую манипуляцию, имеет значение, что перенес в детстве как манипулятор, так что перенес в детстве, собственно, тот, кем он манипулирует. И бывает так, что вот это вот какое-то молчание, вот это вот обида,
она воспринимается достаточно болезненно. Ну и ключевая здесь идея, конечно, в том, что если вы находитесь в контакте, вы как бы строите какие-то отношения, и другой человек так себя ведет, то в этот момент он отношения эти разрушает. То есть он как будто бы вас шантажирует, что вы должны сделать все, что ему необходимо, вы должны еще и догадаться, чего точно он хочет, чтобы он перестал вас наказывать своим молчанием. То есть это такая манипуляция, мало того, что жестокая, она еще достаточно неэффективная, потому что, ну, я, например, могу ходить обиженный и ждать, что другой человек догадается, что мне нужно сделать, а он не догадается, он захочет, он хотел бы, чтобы я стал с ним разговаривать, он бы хотел бы что угодно сделать, но он не понимает, что именно мне нужно, потому что я же молчу, понимаете. То есть это такая очень регрессивная, инфантильная манипуляция, которая разрушает прежде всего отношения того, кем манипулируют, и, собственно, того, кто манипулирует. Теперь домашнее задание. Напишите в комментариях одну эмоцию, первую, которая вам приходит сейчас в голову, которую вы чувствуете, когда оказываетесь жертвой манипуляции. Мне вот очень важно понять, что именно чувствуют мои подписчики, потому что среди клиентов, как правило, это либо возмущение, либо какая-то растерянность. Но поскольку клиентов у меня все-таки меньше, чем подписчиков, нас скоро будет 200 тысяч уже на канале, то вот напишите, пожалуйста, какую эмоцию чаще всего первую вы, как правило, чувствуете, когда понимаете, что вами манипулируют. Это очень важно будет, это такой будет скрининг, и в принципе такое мы устроим с вами небольшое исследование. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк под видео, мне будет очень важно, это я буду вам благодарен. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.